Привет, друзья! Как у вас дела? Сегодня видео по-русски, и не просто так, но потому что я закончила книгу. Ну, все прошло хорошо, я дочитала, и я сегодня хочу вам рассказать, что я учила. Но не только русский, но что, может быть, или для меня было интересно, или самые интересные идеи, на этой книге. Автор скажет на этой книге, не все задачи равноценны. Равноценны. Так, я хотела сейчас говорить по-итальянски, нет, сейчас надо русский. Так, да, это значит, например, у тебя есть 40 часов, у меня есть 40 часов, но это не значит, что мы получаем одинаковый результат. Может быть, ты делаешь лучше, потому что ты делаешь конкретно что-то важнее, и я не знаю, что я делаю 40 часов, и получается плохой результат. Идея номер два, это короткий, это только слово «нет», это мощный инструмент продуктивности. И это я тоже учила, потому что я раньше тоже, например, на работе сказала всегда «да, да, да», и когда ты скажешь «да», это больше работы, и это не значит, что ты всегда скажешь «нет», но надо думать, ладно, могу я ли это делать или нет. Да, потому что иногда люди скажут только «да», потому что они думают, я не могу сказать «нет». Но иногда это не имеет смысл. Например, когда спросит что-то, можешь делать это? Если ты об этом думаешь, скажешь, нет, я не могу делать, это я не могу, потому что так. Или посмотри, у нас такая приоритет сейчас, и может быть через 2 недели я могу это делать, можем и еще раз об этом говорить, но сейчас я очень у меня много занятий, и я это не могу делать. Например, да. Так, не просто сказать всегда да, думать, это имеет смысл, да или нет, и если не имеет смысл, можешь не делать и сказать нет. Идея номер 3 – это количество энергии меняется в течение дня. Это интересно, потому что ты знаешь, есть люди, которые у них много энергии утром, и, например, у меня так получается, что я утром могу больше сделать, но вечером тоже энергия, но, например, после обеда не очень, но я не знаю, это для всех, но когда я ем что-то, если я ем слишком много, конечно, не знаю, живот работает, и потом, я такая усталая и не могу делать трудные задачи. Но тоже интересная идея, что, например, если у тебя много, я не знаю, тебе надо делать много вещей, и ты можешь сказать, ладно, это очень трудно, это я делаю, когда у меня больше энергии. И это, например, очень просто. Это я делаю после еду, и у меня мало энергии, но это так просто, что я могу так делать без энергии, можно сказать, да. Да, и да, об этом я могла бы тоже много говорить, потому что он тоже делал эксперимент, жить без кофе, Так, он не пьет кофе, он не кушает сахар и еще что-то. И так у него получается энергия по-другому, потому что, например, много людей пьют много кофе, и это, конечно, меняет энергию. И может быть у тебя энергия, когда ты работаешь, но потом ночью не можешь хорошо спать. И спать хорошо тоже важно, если хочешь быть продуктивным. Вот так. Это потом об этом больше. Почему мы делаем прокрастинацию? Это когда что-то это скучно, мы не хотим делать это, потом есть прокрастинация. Если это очень трудно, тоже получается. Тоже, когда ты думаешь что-то не полезно,
ты думаешь, зачем это делать. Тоже, когда, дело без структуры, или ты не точно знаешь, что надо делать, да. Иногда это не точно, что надо вообще делать. Он скажет, как убивать прокрастинацию. Я писала что-то, я буду для вас читать. Я делаю это в контексте, который мне нравится. Например, сижу в кафе. Например, мне нравится сидеть в кафе, мне не нравится делать, я не знаю, налоги, но я сижу в кафе, когда я это делаю. Но не знаю, можно или нет, но это только пример. Или у меня есть таймер, и делаю это только 30 минут, и после этого я могу делать, что я хочу. Вот, например, ты делаешь что-то скучное, и потом ты можешь делать что-то, что ты хочешь, да. Номер 3. Я понимаю шаги и необходимые документы, которые мне надо, например, если, не знаю, налоги. Да, это помогает тоже. Или я понимаю шаги и знаю точно, что мне надо делать. Если задача очень большая, надо иногда думать, какие есть шаги. Потому что иногда, может быть, первый шаг это писать имейл. Или первый шаг это говорить с коллегом. Но если ты не знаешь, это очень абстрактно, ты не знаешь, как начинать. И поэтому это помогает, если у тебя есть шаги. Да. Я делаю это, когда у меня больше энергии. Это мы уже видели. Энергия важна. Это важно знать. Если это очень трудно, лучше делать, когда у тебя больше энергии. Я ищу позитивные стороны. Например, я могу получить деньги, если я это правильно делаю. Например, эти налоги, да. Налоговая декларация, мне кажется, это называется. Да, например, это была пример в книге, и поэтому, да, я в этом думала. Но, например, это какая-то, хорошая, позитивная позитивной стороны, потому что если я это делаю, получаю деньги, да. Но я не люблю, это трудно, это не структурирование, бла-бла, но потом я получаю деньги. Интересная идея тоже ты сейчас на YouTube. Интернет убивает продуктивность. Конечно, я это иногда знаю, и поэтому я решила, например, ладно, вечером, например, 10 часов или в 9 часов уже все, нет больше интернета, потому что нельзя все время, и иногда, например, как я раньше сказала, кто-то звонит, ты смотришь на Facebook, я не знаю, и это трудно делать одно дело, если все время что-то, например, ты получаешь. Это мне случится на работе иногда, потому что я делаю что-то, и потом слушаю, что кто-то мне писал, и думаю, может быть, это важно. Я уже не делаю это, да. И когда я знаю, сейчас мне надо концентрацию, вот, я все выключаю и делаю только это. И это лучше, потому что если все время кто-то пишет, это трудно. И это, например, или Facebook, или так далее, да. Я надеюсь, что это будет полезно для вас. Вы можете писать что-то, комментарии, и я всегда очень рада, когда я читаю ваши комментарии. Иногда не могу так ответить так быстро, потому что, канал растет, но я очень рада, я читаю все комментарии, и все, да, я очень довольна. Я тоже довольна, что я дочитала книгу, это была моя цель, и сейчас надо новая цель. Да, вы можете тоже писать, что я могу делать, чтобы стать лучше или по-русски, или, может быть, учить новый язык, кто знает. И это все. Так, увидимся скоро, пишите комментарии, давайте лайк и subscribe и share, да. И большое спасибо для моих Patreon, да. И мы увидимся скоро.